Привет всем! Сегодня у нас ролик предновогодний. Котик Вилли получит свой подарок. Мы посмотрим на елочку. А в конце я выступлю с коротким поздравлением. Так что такой ролик елочный у нас сегодня. И начнем мы с вами с самой елки. Что за елка, откуда мы ее взяли. А вот она. Мы ее купили в Каринтии, в городе Фельдкирхен. И привезли в машине в Вену. Мы так делаем уже не первый год. По дороге заезжаем к супермаркету, там елочный базар, покупаем елку и везем в Вену. Вот видите, тут семейство Гюнтер де Сордо произвело из Регена. Телефончик есть. Вот они эту елку вырастили. Вот эта подставка у нас традиционная, ей уже очень-очень много лет. И за процессом наблюдает, разумеется, котик Вилли. Вот мы ее распаковали. Она не очень высокая, вот традиционного размера елка, чтобы помещалась в машину. А кот Вилли тем временем мешает мне, естественно, я тут решил под конец года немножко поиграть в покер. У кота Вилли, соответственно, свой взгляд на эти вещи. Он говорит: нет, никакого покера, там на кухне творятся страшные дела, что-то все кипит, скворчит, пойдем, будешь мне помогать. То есть я думал, что он, может быть, хочет встать на подоконник. Вот смотрите, там балкон, на этом балконе живет собака. Лабрадор, вот, такого кофейного цвета, очень веселый лабрадор. Он меня несколько раз встречал на лестничной площадке, я иду с сумками из магазина, он подбегает и начинает морду засовывать мне в сумки, смотреть, проверять, а после этого облизывает мне руки. Вот такой лабрадор. Вот. А котик Вилли, когда его видит там на балконе, он так говорит. У них такие дистанционные и очень недружественные отношения. Вот кот Вилли, он под елочкой, судя по хвосту. Он ждет. Он знает, что там бывают под елкой подарки, в том числе его подарок. Кот уже абсолютно в квартире обжился, вполне доволен. Я этот ролик делаю заранее, и он как бы вот будет запланирован и опубликован в наше отсутствие. Мы Новый год будем проводить не в Австрии. Котик немножко поигрался, пьет молоко. Мы его сейчас посадили на диету, и полкило нам удалось сбросить. Мы хотим сбросить еще килограмм до летнего сезона. Просто он получает четко по мерке еду. Мы ему купили такие низкокалорийные горошки. К сожалению, не удается его сильно бегать. Он как бы бегать и там прыгать и играть категорически отказывается. Но я читал, что подвижность, вот в плане похудения, питание гораздо более важно, то есть нормализация питания, чем подвижность. Подвижность тоже вносит свою роль в снижение веса, но роль правильного питания гораздо важнее. Это и для животных, и для человека. Исследование на людях проводилось, что, в общем-то, говорит о том, что надо меньше есть. Котик тут из кухни просто практически уже не уходит. Мама решила сварить борщ. Вот Ирина вот такое выдала. Борщ великолепный получился. Побаловала нас. А котик Вилли, он все обнюхивает. Вот когда мы что-то едим, он обязательно подходит, ему надо дать понюхать. Он нюхает, говорит: я такое есть бы не стал, как они такое едят. В общем, он проверяет, контролирует все, что происходит. На этом диване лежит, а я рядом сесть не могу, мне не разрешается. Я всегда сидел на диване вот на этом месте, теперь там котик Вилли, я сижу на стуле. Что поделать? Вот он. Лежит. А я со стула его снимаю. Год был
В общем-то, для канала достаточно успешный. 50 тысяч подписчиков, сейчас больше. А сегодня с утра смотрю, минус 300 подписчиков. Ну, это обычное дело. YouTube чистит, не удаляет неактивные аккаунты. То есть аккаунт, который там определенное время, там год, на котором не было никакой активности, YouTube его просто удаляет. Соответственно, удаляется аккаунт, если этот человек был подписан, он тоже удаляется. А вообще в отношении подписчиков интересно. Вот среди тех, кто оставляет комментарии, очень много, кто активно комментирует, так активно участвует в жизни канала, достаточно много людей, не подписанных на канал. Я вижу, кто подписан, кто нет. Так что подпишитесь, не поленитесь. Итак, вот эту елочку мы уже нарядили. Снизу пингвин, наш традиционный пингвин, ему уже очень много лет. Он у нас вместо снеговика. Вот он, пингвин, светится. Мы, как в детстве, кладем под елку подарки. В этом году мы подарки положили на Рождество. Вот 25 числа мы их смотрели, потому что, опять же, повторюсь, что на Новый год нас не будет здесь. И елочки у нас своей не будет, чтобы положить под нее подарки. Но мы в начале января вернемся, и я выпущу несколько роликов, которые уже готовы, ждут публикации. Вообще, год, конечно, был такой немножко сумбурный. У нас в Австрии постепенно как-то вырисовывается какая-то схема жизни, но до конца еще не закончены болгарские дела, к сожалению. Я надеюсь, на следующий год будут закончены. Я об этом расскажу. Котик Вилли получил один подарок предварительно, вот эта лежанка. Она ему просто очень понравилась. Он теперь на ней спит и проводит много времени. Она была куплена, чтобы он не драл шторы. Вот там штора красная, он ее драл. А теперь вот эта лежанка, она же дралка, ну, во многом исправила ситуацию, выручила. Вот. А второй подарок вы видите. Это для души. Если лежанка была для тела, вот это для души. Вот смотрите, он засек. Вот нос. Ага. Он почувствовал запах. Говорит. И обо мне наконец-то вспомнили. Ну, сейчас будет ритуал. То есть он будет драть лапами задними, передними, кусать и натираться. То есть коты, как и собаки, они, почувствовав какой-то вот такой пикантный запах, пытаются в нем вывалиться, не натереться им, чтобы пахнуть соответствующим образом. И вот он будет усиленно тереться головой об эту подушку. Вот. Вот сегодня уже прошло 2 дня, как он ее получил. Второй день сегодня. И он продолжает играть. Ну, она еще несколько дней будет ароматная. Но мы пообещали котику определенно, что в этом году, в наступающем, в 2020, он получит племянников. Племянницу и племянника. Это, скорее всего, произойдет в начале лета. Вот. Мы ему пообещали и теперь занимаемся исполнением своего обещания. Есть кандидаты. Вот, мы знаем, где мы будем брать котят. А котята мейн-куны будут. Нам очень нравится эта порода. Просто некоторые особенности поведения, особенности менталитета именно мейн-кунов нам очень понравились. Вот, Вилли нюхает елочку параллельно. Вот, и очень любит вот эту подушку. Вот так. Нам надо на участке провести укрепление, в общем-то, периметра. Потому что маленькие котята, они
но они не должны выходить наружу за территорию какое-то время. Поэтому нам надо решить некоторые вопросы там по укреплению периметра, в частности под воротами, решить вопрос, чтобы не могли пролазить там. Но пока они маленькие, пока не приучатся, не привыкнут, какое-то время просто не рисковать, чтобы они не выходили за территорию. Но это я займусь в марте месяце. Примерно в течение там 2-3 недель это можно решить. На следующий год планы такие же. Котики, лебеди. Есть большая вероятность, что лебеди принесут потомство на следующий год. А тогда они придут опять вот такой веселой компанией с детворой. А у нас будут переживания, будем их считать каждый день, волноваться за них. А будут какие-то путешествия. В этом году путешествий было немного. Были Сейшелы в начале года. Словакия, Пештяны. Там Италия, Словения, это я не считаю, это даже не путешествие, это просто съездить в соседнюю страну. Вот. Котик в благостном настроении. Ему все нравится. Ему нравится, что все дома, что никто никуда не уходит. А вот смотрите, я хотел вам показать пару сувениров. Вот на этой полке кошка, это мексиканская. Из производства из такой деревни ацтеков, якобы, потомков ацтеков. А вот это тыква из Панамы. В Панаме очень красиво делают вот эти тыквы, расписывают. А вот этот чайник из Букингемского дворца. Мы были на Лондонской Олимпиаде, а рядом из тыквы сделана такая веселая птичка, тоже из Панамы. Вообще вот эти сувениры панамские оказались самые-самые интересные. Вот смотрите, какая тонкая работа. Это тыквы. Какие-то там панамские тыквы. И вот они очень легкие, невесомые. Они их вот таким образом расписывают. В общем, что сказать, подводить какие-то итоги. У нас канал неофициальный. У нас все идет своим чередом. Не очень весело, не очень, так сказать, пафосно, без таких бравурных маршей. У нас просто канал для тех, кто отдыхает душой. Я надеюсь, что вы на моем канале вместе с нашими друзьями, котиками-лебедями, тоже отдыхаете душой. Это и есть главное, что я хочу своим каналом дать вам, зрителям. И если мне это удается, я рад. Давайте я вам сейчас скажу лично свое пожелание. Дорогие зрители, вот и подходит к концу 2019 год. У нас с вами было много роликов. Был Котик Вилли, были лебеди. 50 тысяч подписчиков стало в этом году. Я надеюсь, вам было со мной не очень скучно. А в следующем году хочу пожелать вам здоровья, счастья, любите котиков и других братьев наших меньших, любите друг друга и по традиции успехов вам. До встречи в новом году!